Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу рассказать, как можно легко, быстро и просто связать вот такую кофточку или футболку ажурным узором. Фасон кофточки самый простой. Это два прямоугольника. Фото кофточки я чуть позже вставлю. Это два прямоугольника. Можно вязать по кругу до проем. Можно вязать отдельными деталями в виде двух прямоугольников. Пройма здесь прямая, скоса плечей нет, плечи ровные. Вырез горловины можно оформить по-разному. Можно выполнить треугольный вырез горловины. Можно сделать углубление небольшое по спинке 2-3 сантиметра и побольше углубление, поглубже, напереди от 6 до 9 сантиметров глубиной. Но учитывать, что еще будет обвязка здесь. Если у вас не получился вырез достаточный для обвязки, можно обвязать будет просто крючком, столбиками без накидов и рачьим шагом затем. Есть рачий шаг не назад, а вперед. Очень простой способ. Чуть позже я покажу такой способ на своем канале. Обвязки рачьим шагом вперед. Очень просто и быстро. Можно спинку связать ровно. Это будет прямоугольник. Ровный прямоугольник. Закрыть здесь петли сверху, а перед вывязать с горловины, с углублением горловины. Можно вообще не вязать ни на спинке, ни на переде углубление, вырез горловины, а закрыть ровно перед и спинку. Закрыть петли все ровно, а затем сшить плечи, оставив углубление для горловины, оставив вырез для горловины. Но при этом спинка должна быть обязательно длиннее переда, сантиметра на 2-3. Это нужно для того, чтобы у нас получился росток, чтобы перед не давил на горло. Не везде в инструкциях, в журналах, в интернете об этом говорят, когда рассказывают или делают инструкцию к такому фасону. Получается так, что мы начинаем сшивать перед со спинкой, сложив их лицом друг к другу. Допустим, крючком сшиваем снизу до проем перед со спинкой. И у нас остается свободная пройма на спинке и на переде. И при этом пройма спинки будет на 3 сантиметра, получится на 3 сантиметра длиннее, чем пройма переда. После набора петель, когда мы начинаем набирать петли, можно вывязать резиночку небольшую, 5-6 сантиметров, можно 2,5-3 сантиметра, по вашему желанию. Можно вывязать какую-то планочку после набора петель. Это может быть планочка узором рез или платочной вязкой. Можно обойтись вообще без какой-либо планочки или резинки. А после набора петель сразу начинать вязать полотно узором. Рукава у нас, как я сказала, это просто прямая пройма. Ее можно обвязать полым шнуром, как и вырез горловины. У меня на канале есть мастер-класс, как обвязывать горловину, проймы, низ изделия полым шнуром. Очень понятный, легкий и быстрый способ. Ссылку я оставлю. Можно, значит, обвязать резиночкой, можно крючком обвязать горловину и проймы. Крючком обвязываем столбиком без накида. И еще можно обвязать дополнительно рачьим шагом. Есть рачий шаг назад. И самый простой легкий способ и выглядит не хуже рачий шаг вперед. Очень интересно и быстро получается. И очень красиво. Можно выполнить имитацию небольшого рукавчика. После того, как мы разделили, если мы вяжем по кругу, если мы разделили полотно наперед и спинку, или мы довязали отдельными деталями до места начала проймы, мы в каждом ряду лицевом начинаем прибавлять петли по одной петле в каждом ряду. С одной стороны и с другой.
с одной и с другой. Так вяжем 8 рядов. И у нас прибавится 8 петель с одной стороны и с другой стороны проймы. И получится такая имитация рукавчика. Спинку можно выполнить длиннее, чем перед. Тоже будет смотреться интересно. Узор к этой кофточке очень прост в исполнении. Справится даже любой самый любитель, начинающий вязание. Я связала свой образец спицами номер 4. Здесь 3 раппорта в ширину и 3 раппорта в высоту. Лицевая сторона слегка выпуклая. Здесь видны такие вот как бы тюльпанчики или какие-то цветочки, такие вот интересные. Так выглядит узор с изнаночной стороны. Он гладкий с изнанки. Я бы рекомендовала вязать такой узор спицами номер 3. У меня спицами номер 4 как-то рыхловато получается, но, конечно, нужно подбирать пряжу. Идеально было бы связать такой узор из пряжи Cotton Gold спицами номер 3. Я видела уже такую кофточку, связанную спицами номер 3 с Cotton Gold. Очень красиво получается. А теперь давайте свяжем вместе образец такого узора. Так, вяжем образец, стираем, сушим его и определяем плотность вязания. Кладем сверху вот так линейку, не от самого края, не от кромочной петли, и считаем, сколько в 10 сантиметрах у нас петель. Считаем эти петли. По спице можно посчитать. Затем нам нужно определиться, сколько петель набрать на полочку или на спинку, или на всю окружность изделия, если вяжем мы по кругу. Для этого мы измеряем окружность бедер или окружность груди, что у нас больше, и прибавляем обязательно к этому числу от 6 до 15 сантиметров на свободу облегания, смотря какую свободу облегания вы хотите. Затем эту цифру переводим в петли, для чего мы эту цифру умножаем на плотность вязания, то есть на количество петель в 1 сантиметре. И получаем число петель, какое нам нужно набрать для своего изделия. Но при этом мы вяжем же узор, поэтому нам нужно скорректировать петли, подогнать их под узор. Количество петель должно делиться в данном узоре, для данного узора на 8. То есть количество ваших набранных петель должно делиться на 8 на раппорт узора. Плюс, если вы вяжете поворотным вязанием, добавляете 2 петли кромочные и плюс добавляете 1 петлю симметрии. И это будет число, которое вы должны будете набрать на вашу полочку или на ваш перед. А теперь давайте посмотрим на схему. Я подготовила в таком вот виде схему узора. На схеме обозначены только лицевые ряды. Это нечетные ряды. Это видно по нумерации. Они вяжутся справа налево по схеме, то есть по условным обозначениям схемы. Провязав последний лицевой ряд справа налево, мы возвращаемся по изнаночной стороне. Это будет 8-й изнаночный ряд. И начинаем повторять узор вверх по вязанию с 1 по 8 ряд. И так далее с 1 по 8 ряд. Изнаночные ряды здесь не указаны. Они вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную.
Конкретно в данном узоре все изнаночные ряды провязываются изнаночными петлями по рисунку. Накиды в изнаночных рядах также провязываются изнаночной петлей. Петля симметрии при поворотном вязании провязывается только один раз в конце ряда. То есть мы повторяем раппорт нужное количество раз, столько раз, сколько вы набрали раппортов. И только в конце ряда провязываем перед кромочной петлей последней петлю симметрии. Она нужна для того, чтобы узор гармонично смотрелся, чтобы он начинался одинаково и заканчивался одинаково. Здесь у нас будут лицевые петли в начале узора и лицевые петли в конце узора. Этот узор можно вязать и по кругу. Чтобы набрать нужное количество петель для вязания по кругу, число ваших петель должно делиться на 8. Кромочные петли и петлю симметрии набирать не нужно. При вязании по кругу все четные ряды вяжутся по рисунку. В данном узоре все четные ряды вяжутся при круговом вязании лицевыми петлями. Накиды также провязываются лицевыми петлями. Какие обозначения мы здесь видим? Кружочки — это накиды. Точечками я обозначила лицевые петли. Вертикальные палочки красного цвета — это тоже лицевые петли. Так я выделила петли симметрии, чтобы не спутаться. Палочка с наклоном вправо — это 2 петли вместе с наклоном вправо. Палочка с наклоном влево — это 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. И все. Больше других обозначений здесь нет. Узор вяжется очень быстро, просто и легко. А теперь давайте вместе попетельно свяжем вот такой образец этого узора. Самым обычным классическим способом набора петель длинный хвост я набираю на спице 19 петель. Это 2 раппорта по 8 петель, 16 петель, 2 кромочные петли, 18 петель и 1 петля для симметрии, 19 петель. Короткий конец нити у меня на большом пальце, на указательном низь от клубка. И начинаю набирать петли. Сверху вот так вот кладу спицы на нить, захватываю нить сверху большого пальца, затем сверху указательного пальца. Я набрала 2 петли и так далее. Сверху большого пальца, сверху указательного, сверху большого пальца, сверху указательного. 4 петли. Так я набираю 19 петель всего на 2 раппорта. Двенадцать, 17, 18, 19. И затем провязываем один ряд всеми изнаночными петлями. Это нужно для того, чтобы выйти на лицевую сторону, а также поставить петли в правильное положение, так как я вяжу бабушкиным способом вязания. Если вы вяжете классическими петлями, то вы также можете провязать ряд один базовый изнаночными классическими петлями или лицевыми классическими петлями, чтобы выйти на лицевую сторону. После набора петель длинный хвост при классическом наборе петель петли уже лежат в правильном положении. Вы можете сразу начинать вязать узор с первого ряда, но если вы набираете петли таким набором, обычным, то лучше провяжите базовый ряд изнаночными или лицевыми классическими петлями, чтобы выйти вот на такую
красивую лицевую сторону, где у нас красивая косичка, вот такая вот, наборного ряда. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Далее у нас идут 2 петли вместе с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому я провязываю вот эти 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы также провязываете 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки, но перед этим эти 2 петли вы должны развернуть. Как разворачивать петли, я покажу чуть позже. Дальше лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Накид. Делаем накид. Еще раз лицевая петля и накид. Провязываем лицевая петля, накид, лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Мы должны развернуть эти 2 петли. Если вы вяжете классическим способом вязания, петли не разворачиваете. Разворачиваем мы таким образом. Сзади работы слева направо заводим правую спицу за заднюю стенку петли и переснимаем ее на правую спицу. Сзади работы слева направо заводим спицу за заднюю стенку петли и переснимаем ее на правую спицу. Затем возвращаем эти петли на левую спицу, переснимали их по очереди, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы не разворачивая, сразу провязываете 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Один раппорт узора мы провязали. Вешаем маркер. То есть мы будем отделять раппорты друг от друга маркерами, чтобы не запутаться. Каждый последующий раппорт мы будем отделять маркером. У меня всего 2 раппорта. Я первый раппорт отделила маркером. Вяжу следующий раппорт. Лицевая петля, 2 петли вместе с наклоном влево. Лицевая петля, 2 петли вместе с наклоном влево. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Провязываем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, лицевая. Провязываем лицевую петлю. 2 петли вместе с наклоном вправо. Переснимаем по очереди вот эти 2 петли на правую спицу, вводя правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли. Вводим правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли. Пересняли 2 петли на правую спицу. Мы их таким образом развернули. Возвращаем их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Все, я провязала второй раппорт узора. Вы провязываете столько раппортов, сколько вы набрали. Далее идет 1 петля симметрия. Провязываем ее. Вот 1 лицевая петля симметрии и кромочная петля изнаночная. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Вяжем его по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Но у нас здесь, если мы посмотрим, все петли выглядят как изнаночные. То есть весь ряд мы вяжем изнаночными петлями. Первую петлю мы снимаем, и все остальные петли провязываем изнаночными петлями. Кромочную петлю мы также провяжем изнаночной бабушкиной. Накид также провязываем за переднюю стенку изнаночной петлей.
Вяжем так до конца ряда. Маркер переснимаем. Далее также все изнаночные петли до самого конца ряда. Как видите, очень простой узор вяжется. Вот здесь тоже накид, провязываем его за переднюю стенку изнаночной петлей. Вяжется узор очень быстро, легко и просто. Сложности нет никакой. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Вяжем его справа налево. Кромочную петлю снимаем. 6 лицевых петель провязываем. 6 лицевых петель. Третья, четвертая, пятая, шестая. Накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Делаем накид и провязываем вот эти вот 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого мы по очереди переснимаем их на правую спицу, вводя правую спицу сзади работы, слева направо за заднюю стенку петли. Вводим правую спицу сзади работы, за заднюю стенку петли, слева направо. И переснимаем петлю на правую спицу. И теперь возвращаем эти петли по очереди на левую спицу, вводя в левую спицу внутрь каждой петли. Теперь провязываем эти 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Вот такая петелька красивая с наклоном вправо получается. Маркер переснимаем, вяжем следующий раппорт. 6 лицевых петель. Итак, вяжем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. Переснимаем по очереди на правую спицу 2 петли. Затем возвращаем их на левую спицу и провязываем 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Я провязала второй раппорт узора. У меня конец ряда. В конце ряда вяжу одну лицевую петлю симметрии и кромочную петлю, изнаночную петлю. Разворачиваю работу на изнаночную сторону. 4-й изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаю и провязываю далее все петли изнаночные до конца ряда. До конца ряда. И так уже слегка начинает вырисовываться узор. Я думаю, я понятно объяснила, как вязать узор по этой схеме. Как вязать, провязывать петли по этим условным обозначениям. Поэтому далее самостоятельно вяжите узор, читая эту схему, как я показала. И получится вот такая красота. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Вы свяжете себе такие кофточки, пряжи, которые вам понравятся, какой-либо летней пряжи. Или более теплые, можно связать такую футболочку на более холодное время года. Потому что узор, как я уже говорила, совсем не смотрится дырчатым. Если еще взять спицы потоньше, то получается как бы уже совсем как плотное полотно. Вот такие кофточки такого фасона можно вязать любым узором и даже лицевой гладью. На этом у меня все. Всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь, кто еще не подписался на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем буду очень рада.